Итак, всем привет, на канале Беларусь Германия. Начинается наш очередной семейный влог, там, где участвуем мы все. Напоминаю, что мы семья, которая из Беларуси переехала в Германию, и здесь уже живем более 2 лет. Но если быть точным, я живу с детьми 2 года и где-то месяц. Жена чуть побольше, потому что у нее до этого была госпитация, она медик. Наконец-то я могу записывать видео у себя в кабинете. Сейчас поработал, у нас пятница, вечер, скоро должна жена прийти с работы. У меня есть короткое время, чтобы начать это видео. Короткое время, чуть-чуть время, чтобы начать это видео. Из приятных моментов в прошлом влоге я коротко рассказал, что мы поменялись с Марком логопеда. И у этого логопеда будет получаться каждую неделю с нами заниматься. Все хорошо, все великолепно. И из таких еще бонусов мы скатались в аутлет. Сейчас в Германии в аутлетах скидки там были до 70%, и мы, наверное, как всегда, сделали это поздно, потому что ничего не было на меня практически, а у меня размеры большие, и ничего не было на Ольку, что Олька у меня очень маленькая. Единственное, что я себе прикупил, это педали в Nike взял. Это единственное, что налазит на мою лапу, где я смог. 13 размер, самое интересное, 13 размер в Nike, это, по-моему, 46,5. И в Пуме, когда я мерил 13 размер, это лапа для меня даже очень большой. Взял себе вот такую вот модель. По-моему, из переработанных материалов на акции она стоила 60, чем-то 69. Они были там, по-моему, около 100 евро. За 69 я взял. Не везде скидки до 70% достигают. Потом взял себе в Timberland такие ботинки на осень, не знаю, там хотел повыше была модель, но синие вообще прикольные, они стоили, кстати, 70 евро, эти взял за 50, но до этого цена у них была 159 евро. Вот они стоили 159, я их взял за 52 евро, ну и наконец-то взял себе первые джинсы Levi's, как правильно, 541 модель, это первые мои Levi's джинсы в моей жизни, они стали 69 евро, стоили 100, ну там скидка небольшая в Levi's была, самая большая скидка была, кстати, в Томе, скидки в Томе. Ну вот, допустим, 129,51. Но 46 размер. Так, зашли в Пуму. 175,55. Ну, чтобы так понимали. 46 евро. 55. 89,43. Да. 34 евро, кстати. Стоили 99, стали 34. Может померить, смотрите, как интересно. О, ну-ка. Стоили 99, сейчас 40. 41. Да. Слушай, может тоже померить? В кельвинах там до 70%, на обувь, ну как всегда, моих размеров не было. Можно было в Томе или в Кельвине купить там классные слипоны или бутсы, там порядка за 40, за 50 евро. Но мне, как всегда, не повезло. Я очень долго думал про куртку осеннюю, которая стоила 300 с чем-то и была за 98. Но мы уже думали брать, я ее померил, у меня чуть были рукава. Вот вытягиваешь короткие, я думаю, блин, да я спать не смогу, понимаю, что как бы образно куртка стоила 300, пускай я ее купил за 100, и что-то в ней немножко не так. Кстати, да, я же забыл сказать, мне исполнилось на днях 16 февраля 36 лет. Я еще на год постарел, так что на этих выходных мы будем праздновать мой день рождения. Ну да ладно, давайте начинать влог. Приехали мы только что с Айнкауфа. Ну, сегодня на 153 евро, потому что у нас еще вот это все. Асти, мартини, немного джина, тому подобное. Мясо понабрали. Кстати, подорожало, раньше мы его покупали, было там по 3,60, по 4 евро за 700 грамм, за 800, сейчас уже 5,63, 6,65, раньше было, по-моему, 5 евро за килограмм. Морепродукты у нас 50% были. Ну, в общем, сегодня вот мы на 156 евро вот это вот все. Еще и тут лук, чеснок, как говорится.
пиццы мои любимые для похудения. Ну вот, и там еще... не смог пройти мимо. Ладно, буду разбирать. И мы плавно из пятницы перенеслись в воскресенье утро. Решили мы заняться выбросом старых вещей. Пошло-поехало. Майки, пиджачки, байка. Кстати, вещи все такие с большего даже не заношенные, просто что уже занимают место в шкафу, я их редко одеваю. И не модные, да. И Ольга тоже тут, а где твоя? Он тоже там накидала. Юбочки, шмюбочки. Так что в воскресенье у нас сегодня уборка и выброс вещей. Сейчас взялись за обувь. Решаем, что же нам выкинуть. Адидасы тоже, что ли? Нет, конечно. Так, ладно. Чем сегодня еще будем заниматься? Бездельничать. Если вкратце, у нас прошли бурно выходные, приезжали у нас гости, мы отмечали мой день рождения, которое у меня было 16 февраля. Поэтому, я ничего не снимал, так как, мы просто хорошо проводили время, общались и отмечали. Все. Так что, включение сегодня вот такое именно с руин и с выброса. Слушай, столько вещей, блин, а? Может, на куфоре их продать? А что это за шарашка? В Декатлоне. А что они тебе не нравятся, слушай? Нет, они смотрятся. Давай ты их оставишь. Давай. Вот, дети там друг друга убивают. Кстати, да, давай попробуем продать лучше. Они вообще не ношеные, ты ходил один раз. Давай вот такой не будем выбрасывать, а попробуем продать. Или оставим. А то уже вообще заелись. Так, наступил понедельник, у нас видео какими-то обрывками. Там пятница была, потом воскресенье. Сейчас я решил... посидеть поработать, пока пылесос там моет офис, я вот перебрался в зал, подключил комп к телеку один, второй, тут у меня сразу на коленях делаю пометки. И, кстати, да, у нас в Германии ввели сняли много ограничений по короне. Какие именно, сейчас я вам попробую рассказать. Итак, здравствуйте, в эфире новости, с вами Андрей. Коротко о главном. И самая главная новость это в том, я вот записал, что, скорее всего, будут сделаны послабления в ограничениях, связанные с коронавирусом. В Германии все разделены, всю Германию разделили на привитых и непривитых. Это два больших клана, которые между собой постоянно воюют и спорят. Я отношусь к клану привитых. Напоминаю, у меня уже бустер, 3-я прививка. И до этого, допустим, непривитый человек мог посещать только продовольственные магазины. Это значит, правило было 3G. Ты привит, ты переболел или у тебя есть тест. Все остальные магазины, это магазины одежды, косметики и все тому подобное, было правило 2G. Мог туда попасть, если ты только привит или ты переболел. Непривитым туда доступ был закрыт. В чем логика, я не понимаю, но правительство пошло дальше. В общепите оно ввело правило 2G+. Это значит, что категория людей, которая переболела и была привита, должна была еще приносить тест, что они негативные. Допустим, ты хочешь пойти в ресторан, ты еще и должен принести тест. Потом делали такую, как по марку послабления, у кого бустер, 3-я прививка, то просто приходил, показав свое удостоверение, что он вот уже 3-й раз привит. Как все это реализовывалось, я не знаю. Я пару раз наблюдал ситуацию, что два одинаковых места на расстоянии 15 километров друг от друга. В одно место ты заходишь, тебе там требует твой код, чтобы ты показал, его сканируют. Потом ты показываешь свое удостоверение личности, что это, мол, ты, что все нормально, и только после этого ты заходишь. Через 15 километров такое же заведение, такое же место ты заходишь, никто ничего не спрашивает, всем вот все равно. Поэтому, говорить про исполнение всего этого, мне кажется, это было никакое. Просто вставили костыли, особенно вот это правило 2G+, если я привит, и я еще должен принести тест, что на данный момент негативный, то почему не привитый человек также не мог прийти просто-напросто с тестом? Я не медик, не инфекционист, который за это все отвечает, поэтому это не мне это судить. Блин, ладно, что-то я отвлекся, сейчас же к новостям, боже мой, хотел сказать новости, которые связаны с, наконец-то, послаблением в Германии из-за коронавируса. Во-первых, все это будут вводить поэтапно и хотят все это ввести до 20 марта. На момент выпуска этого видео это еще только... Они сказали, что сделают, но как в Германии всегда все может очень быстро поменяться. Итак, первое, это хотят разрешить встречаться компаниям до 20 человек, но с одним условием, все эти люди должны быть или привиты, или переболевшие. Второе,
и продовольственных магазинах хотят отменить правила 2G. Отели и рестораны тоже хотят сделать по правилам 3G. Откроют клубы и дискотеки, но по правилам 2G, про которые я уже рассказывал. В нашем городе клубы и дискотеки — это что-то, чего, наверное, нету. Я не знаю, я тут еще не видел ни одного ни клуба, ни дискотеки. Четвертое. Теперь начальство не сможет отправлять своих сотрудников на удаленку принудительно, только если сам сотрудник этого пожелает. Пятое – это маски. Маски никто отменять не собирается, но, скорее всего, везде вместо обычной медицинской маски нужно будет носить маску FP2. Для меня вот это вот самое страшное, потому что эта маска мне постоянно мала, она оттопыривает ужасно уши, и в ней потеют очки, это просто кошмар. Я представляю, что будет летом, в ней так тяжело дышать, когда будет жарище, заходить в некоторые магазины, где нет нормального проветривания и кондиционирования, это будет, наверное, кошмар. С новостями, наверное, все. Если, кстати, эта тема зашла, напишите комментарий, что давай-ка больше новостей, тогда буду искать, что происходит в Германии, вот вставлять такие маленькие блоки, не блоги, влоги, где буду рассказывать про какие-то актуальные новости. На данный момент вот это вот послабление, что у нас сейчас происходит, которое должно произойти, напоминаю, потому что это Германия. Сейчас это самая актуальная, самая обсуждаемая тема, потому что она всех интересует, всех волнует. И хотят еще по ходу постепенно отменить тестирование в школе, я слышал. Ну, не знаю, как это все будет исполняться, опять же, потому что это Германия. Тут есть законы, но исполнение иногда от этих законов очень сильно отличается. Так что ладно, с новостями на этом закончим. Это, наверное, самое актуальное сейчас. И переместимся обратно в влог. Кошмар, все пытаюсь от телека отгонять, то младший, то старший, то старший, то младший. По очереди. Придут, залипнут, вообще кошмар. Так, все, не забыл съездить сдать, да не забыл, а то, что мы на выброс. Не было времени просто. Так, сейчас уже должна Ольга прийти с работы. Марка привезти. Соньку я уже со школы забрал. Ох, странный влог такой получился. Мы эти выходные проводили без камеры, потому что просто вот отдыхали реально. Так что даже не знаю, что больше еще рассказать вам. Наверное, буду на этом заканчивать данное видео. Вам скажу спасибо. Хороших трудовых будней, легких трудовых будней. И до следующего видео. Всем пока.